So finally, we get to do the emotional compass. Наконец-то мы добрались до того, чтобы поработать с эмоциональным компасом. My favorite. Мое любимое. So that's all about how to work with emotions. Это все о том, как работать с эмоциями. But also sensations, а также и с телесными ощущениями, thoughts, мыслями, and intuitions. Intuition. И интуицией. Yes. So in supervision, obviously. Конечно, все это в супервизии, в рамках супервизии. So just in the same way in which we have looked at the four worlds and at the philosophers as heuristic devices, we can do so with the emotions too. Точно так же, как мы рассматривали схему, такую четырехмерную модель мира, и точно так же, как мы работали с философскими идеями, точно таким же эвристическим средством для работы в супервизии может быть работа с эмоциями. But I take the view that you could do without the others, but you couldn't do without this. Ну, то есть вы можете вообще-то без всего другого, вы могли бы обойтись, но вот без этого не сможете. And yet, as you will see, I have connected the four worlds model directly with the emotions. И сейчас вы увидите, каким образом вот эта вот четырехмерная картина мира непосредственно соединяется с эмоциями. So let's take it one step at a time. Давайте по одному шагу. I think this is a wonderful picture. Я думаю, это прекрасная картина. That really, for me, summarizes the way in which people come to therapy, feeling choked up, or feeling oppressed, or feeling depressed. Для меня это действительно вот то, каким образом люди приходят в терапию, ощущая себя, чувствуя себя либо в шоке, либо подавленными, либо тревоги. To the extent that they can't speak about it. И при этом они приходят подавленными или потрясенными до такой степени, что они не могут об этом говорить. So, to get access to the emotions, as we all know as therapists, is hugely important. И поэтому вот этот доступ к эмоциям, да, которых мы все как терапевты знаем, является невероятно важным. But there is an important role in supervision to refine our work with emotions. И поэтому очень важно нам в супервизии тоже как-то определить и выделить свою работу с эмоциями. Because when we work with clients on emotions, they very often just say things like, oh, I'm just so anxious about it, or I'm just so upset. Потому что, когда мы работаем с клиентами в терапии, то наши клиенты очень часто говорят, я так тревожусь по этому поводу, или я так расстроен из-за этого. But in supervision, we can take the time to explore in a much more detailed way what is actually happening there for the client and what the emotion may be about. Но когда мы находимся в супервизии, то у нас есть возможность уделить время тому, чтобы гораздо более детально и подробно исследовать, что же это такое скрывается за этими расстройствами, тревогами, что это за эмоции и чего они касаются. You remember I spoke about how, as a consciousness, each of us refracts the light of events in our daily lives. Мы говорили о том, такая метафора, каким образом сознание каждого из нас отражает различные стороны повседневной жизни. So our consciousness is a bit like a prism through which the light refracts. То есть наше сознание это что-то вроде призмы, через которую свет преломляется и отражается. I spoke yesterday about how classic philosophy was created in order for people to get more control over their emotions.
Вчера, вы помните, мы говорили о том, что такая классическая античная философия была и создана изначально для того, чтобы помочь людям лучше обходиться со своими эмоциями. And how really most philosophers found their own way to explain why we feel emotion and how we can suppress it. И мы говорили о том, это удивительно, как много философов находило совершенно разные пути, собственные пути того, каким образом эти эмоции возникают и каким образом мы можем их так слегка подавлять. And the same is true in the world religions as well. И то же самое можно сказать и о мировых религиях. It's true for Christianity, Islam, Это верно и для христианства, и для ислама, и для буддизма. not so much Taoism, Может быть, для даосизма. but most Не religions так. Но в большинстве религий teach ways to make your emotions milder, more containable. учат главным образом тому, каким образом смягчать свои эмоции, как-то их удерживать. And most religions give feelings a bad press. И большинство религий подавляют эмоции и чувства. So, as psychotherapists, of course, we take a different view of that. Конечно, мы как психотерапевты по-другому смотрим на это. So, existentially speaking, we can observe that each emotion we experience creates a different atmosphere around us as well as inside of us. Как экзистенциальные терапевты мы можем сказать, что каждая эмоция, которую мы переживаем, она создает другой мир, другую атмосферу вокруг нас и внутри нас самих. With our emotionality, we influence our environment. It's almost like a smell we create or a color we create. Своей эмоциональностью мы так или иначе воздействуем на какой-то окружающий мир. Это можно сравнить с каким-то запахом или с каким-то цветом, который мы создаем. Or a tone, a tonality. Или, может быть, какая-то тональность звуковая. So you will remember that Heidegger was the one who mentioned that emotions are like the weather. Вы можете вспомнить, что Хайдеггер говорил, что эмоции похожи на погоду. There is always weather. То есть мы можем так сказать, что всегда есть какая-то погода. Because we're always surrounded by an atmosphere. Потому что мы всегда окружены атмосферой. In the same way, there are always emotions. То же самое можно сказать и об эмоциях. Всегда есть эмоции. Because we always have an inner mood. У нас всегда есть какое-то внутреннее настроение. An inner state of mind. И какое-то внутреннее состояние нашего разума. Because actually, emotions are the way we move out of ourselves towards the world. Потому что на самом деле эмоции — это такой способ, которым мы открываем себя наружу в мир. They are our connection to the world. Они являются нашей связью с миром. And we need to learn to tune into them rather than tune out of them. И мы должны скорее научиться быть с ними в гармонии, нежели их отрицать. And of course, as we know, beginning therapists very quickly pick this up, the importance of inquiring about people's emotions. И вы это знаете, да, начинающие терапевты очень быстро это подхватывают, что нужно спрашивать людей про их эмоции. Unfortunately, they tend to do that by saying things like, how do you feel about that? Or how does that make you feel? Как правило, к сожалению, как правило, они делают это таким способом, что просто спрашивают, как вы себя чувствуете. Which, as an experienced therapist, you immediately discover is not very useful, because when you ask somebody, how does it make you feel? Or how do you feel about it? They tend to say, all right, or not so good. Но опытные терапевты знают, что задавать этот вопрос, в общем, не сильно продуктивно, потому что вы, когда вы спрашиваете у своего клиента, в какие чувства это вас приводит, или что вы чувствуете по этому поводу, то очень часто вы можете услышать что-то, да, все в порядке, или,
как-то не очень хорошо. So this exploration is an important topic for existential supervision. Исследование того, что за этим стоит, это очень важная тема для экзистенциальной супервизии. Now, as you probably know, there's lots of research on the correlation between certain colors and emotion. Вы, наверное, знаете, что есть очень много исследований, которые пытаются прояснить некоторое сопоставление определенных цветов и определенных эмоций. You may know that Jaspers, in his book on worldviews, вы знаете, может быть, что Яспер в своей книге о видении мира, о мировоззрении, as well as in his critical psychopathology, точно так же, как и в своей книге по психопатологии, talked about the importance of arranging the emotions in the same way in which we have arranged the rainbow in the way in which the colors actually fit together. То есть он говорил о том, что точно таким же образом, каким организованы цвета радуги, точно таким же образом нам нужно организовывать и эмоции. Goethe, German writer, had a theory about colors and emotions too. У Гёте была тоже своя теория, касающаяся цвета разных эмоций. So, as an amateur painter myself, I got very interested in this topic and became determined to do what Jasper said we ought to do. И, это такая моя любительская картина. Я была очень как-то заинтересована этим и пыталась сама это исследовать и сделать то, о чем говорил Ясперс. So, just to remind you how color works, there are actually only 3 primary colors. Просто сказать вам, напомнить вам, как работают цвета. На самом деле ведь есть только 3 первичных основных цвета. It's not very good, this color print, but they are blue. Эта картинка в цвете не очень хорошо напечатана, но вот это цвет голубой, красный and yellow и желтый. And the secondary colors are formed by the mixture of the primary colors with each other. Они появляются в результате смешения основных цветов друг с другом. So purple comes from the mixture of red and blue. Фиолетовый получается от смешения красного и синего. Green comes from the mixture of blue and yellow. Зеленый от смешения синего и желтого, и оранжевый comes from the mixture between yellow and red. So that gives you 3 primary colors and 6 secondary colors. Это вам в результате дает 3 основных цвета и 6 дополнительных. This is the color wheel that artists use. Это такой круг цветовой, который используют художники. Where you see how the colors are arranged exactly as they are on the rainbow. Если вы посмотрите, как здесь цвета расположены, то это точно так, как это в радуге. Which is also, of course, exactly how they mix together between the 3 primary colors turning into 6 colors. Которые на самом деле тоже представляют из себя вот эту последовательность 3 цветов, которые смешиваются между собой, превращаясь в 6. So there you have a clear example of how that works, because they've added some in-between colors there as well. So you got the whole rainbow there, left and bottom. Вот здесь можно увидеть некоторые промежуточные цвета, каким образом они переходят друг к другу, первичные, добавляющиеся цвета. So that is how I wanted to arrange the emotions. Это вот то, каким способом я хотела бы, как сказать, расположить и организовать эмоции. And there we are. И вот это. That's my compass of emotions with the colors in place. Мой эмоциональный компас с эмоциями. Although again the colors are very distorted here, unfortunately. When you look on my screen, you see the proper version of it, which is quite different to what you see on that screen. Надо сказать, что здесь на этом изображении цвета как-то искажены, да, смещены, но вот на экране у меня в компьютере можно это увидеть в
более точно. So, as you will see, orange is there at the top. И вот как я вам буду называть, показывая оранжевый в самом верху. And then turns gradually darker into the red. И он медленно меняется, превращаясь в красный. And then the mixtures between red and blue going into the purples with blue at the bottom. Смешивается через разные оттенки лилового, and then the mixtures of blue and yellow going through the greens towards yellow there. Смесь зеленого и желтого, синего и желтого проходит через разные оттенки зеленого, доходя до желтого слева. And then back to the top to the orange. И затем снова вверх к оранжевому. Okay. Now you will notice that these colors что эти цвета magically refer in many languages to, in fact, those colors that I've attached those emotions to. Ну, вы можете увидеть, что в разных языках эти цвета так или иначе связаны с эмоциями. You all know the expression feeling blue, I'm sure. Вы, наверное, слышали такое выражение чувствовать себя. Feeling blue means to be depressed. Синим, да, быть как бы подавленным в депрессии. You may be aware that orange, right at the top there, connected to the emotion of happiness. Может быть, вы знаете, что оранжевый, который там на самом верху, он связан с эмоцией счастья. Is the color used in Zen Buddhism for the most serene state of mind. Этот цвет используется в дзен, в буддизме для того, чтобы показать наиболее просветленное состояние. In English, but I don't know in Russian or Lithuania, we talk about being green with envy. В немецком, в английском языке, я не знаю, как в русском и литовском, но мы говорим о зеленом цвете, связывая его с завистью. We talk about getting red with anger as well. И мы очень часто связываем красный цвет со злостью. So these emotions are arranged according to where they belong. They're not in a random order. То есть эти эмоции на самом деле расположены вот в том месте, которому они принадлежат. Этот порядок вовсе не случайный. This is a summary without the color to make it more clear. Это, так сказать, результат всего этого без цвета для того, чтобы было более понятно. And I'll come back to that in a minute. I want to Я explain сейчас to к you этому вернусь, потому что я хочу вам это объяснить, how it works. показать, как это работает. So the idea is to go back to Sartre's idea of the project. Идея заключается в том, чтобы вернуться к идее проекта. So our project is some value that we hold. Наш проект — это какая-то ценность, да, на которую мы ориентируемся. It's our goal. Это наша цель. It is what we are connected with in the world. It's what we aim for. Это то, с чем мы связаны в мире, то, к чему мы стремимся. It is what is most meaningful to us. Это то, что для нас имеет наибольший смысл. So it is like the north in a compass. И это указывает это компас указывает на север. You know how a compass works. Вы знаете, как работает компас, right? Да? With the magnets in the North Pole that attract. На северный магнитный полюс, да, стрелка. Well, in the same way, we Точно are таким же all образом мы все attracted to the thing that we're aiming for, our project. притягиваемся к тем вещам, к которым мы стремимся, к нашим проектам. The thing we want to achieve. К вещам, которых мы хотим достичь. The thing we want to be part of. К вещам, частью которых мы хотим стать. Okay, so bear that in mind. So at the top is the magnetic north. То есть то, что на самом верху, это такой магнитный север. Of our values and our meanings. Наши ценности и наши смыслы. Now, these emotions here
coming down from the top to the right. И вот эти эмоции, которые будут расположены справа, они идут от этого направления на север вниз. So going from north to east, if you like. Вы видите, если мы идем от севера на восток, если хотите, are reactions of fighting against whatever it is that takes us away from our magnetic north. Это сражение против того, что нас утягивает от этого магнитного северного полюса. When we're here at the halfway cusp at the east, когда мы смотрим на восток, когда мы где-то на полпути, it is as if we collapse away from owning our meaning and our value to no longer owning our то есть meaning мы and value. находимся в состоянии коллапса и перехода от состояния, когда у нас был смысл, к состоянию внизу, когда у нас его нет. That's the final point of defense of our values. Последняя линия защиты наших Before we lose ценностей, them. прежде чем мы их потеряем. This is where we're fleeing away Это because здесь, где мы убегаем. we're under threat, we're Потому losing. что все это под угрозой, и мы это This теряем. here, we've gone south, Здесь, тоже на юге, we've lost our value, we've lost our meaning, мы we've lost our потеряли project, ценности, мы потеряли смыслы, мы потеряли свой проект. or we've given up. Или отдали его, сдались. Here, Здесь we feel frozen, we freeze. мы These are the four чувствуем states, себя brain states. замерзшими, да, внутри, в таком состоянии. Are the emotions of wanting to go towards a project, maybe an old one, maybe a new one. Но у нас есть эмоции, которые нас как будто бы зовут вернуться назад к нашему проекту. It's where we aspire to creating meaning or finding meaning. Есть некоторое, как это, такое вдохновение снова создать, стремление снова создать смысл. And here, when we get to the west, it switches over to an actual sense of achieving our meaning. И вот как в той точке, когда мы находимся на Западе, это тот момент, когда мы действительно переходим в ту сферу, в которой мы находимся в процессе достижения этого смысла. Right, now you can understand this one. А теперь вы можете и вот это понять. Because you can see that when you're pointing right towards your project and your meaning and your value, this is when you feel on a high. Потому что здесь вы можете увидеть, что когда вы направлены туда, на север, в направлении своих ценностей, смыслов, проекта, вы высоко находитесь. That's where we locate the feeling of happiness. И именно здесь мы, так сказать, локализуем чувство счастья. But you can see that holding on to happiness is absolutely impossible. Но вы можете также увидеть по этому рисунку, что удерживаться в этом состоянии счастья абсолютно невозможно. Life is dynamic, it moves you around. Жизнь в динамике, она все время двигает вас дальше по кругу. It changes. Она меняется. And the nature of change is that we approach, we move away, we achieve, we lose. То есть и суть, собственно, этого движения заключается в том, что мы, достигнув что-то, мы уходим прочь и теряем, а потеряв, снова стремимся обрести. And the complexity is that we do this in so many different ways all the time. И здесь как бы сложность заключается в том, что мы делаем это множеством разных способов, и мы это делаем все время. And at so many different levels without being aware of it. И есть очень много разных уровней, при том, что мы их не осознаем. So in very small ways, you will be feeling sensations in your body that either make you feel on top of the world and comfortable, or make you feel uncomfortable. Есть очень много таких мелких ощущений, которые мы можем обнаружить у себя в теле, которые так или иначе индицируют для вас, что вы находитесь где-то в состоянии близком к счастью наверху или наоборот очень
внизу. And that's just the physical. И это просто физически даже. But of course, in the social world, every relationship, every interaction we have points us either a bit further up or a bit further down. Но то же самое происходит и в социальном мире, потому что каждое взаимодействие, которое мы осуществляем в этом социальном мире, либо поднимает нас вверх, либо опускает нас вниз. Same in our inner world. То же самое в нашем внутреннем мире. If you scan a little bit in your mind, you will see that there are plenty of memories popping up that either make you feel slightly better or slightly worse. То же самое в нашем личном мире, потому что мы, если так можно сказать, просканируем свой мозг, то мы обнаружим, что в нем всегда есть множество разных мелких воспоминаний, каждая из которых либо чуть-чуть поднимает нас вверх, либо опускает вниз, когда мы обращаемся. Of course, the same is true at a spiritual level, where your sense of doing the right thing or doing the wrong thing will make you feel going up or going down. То же самое происходит в духовном мире, когда вот есть у вас ощущение, когда вы делаете то, что вам нужно, какие-то правильные вещи, или наоборот неправильные, то вы чувствуете вместе с этим, что вы поднимаетесь или опускаетесь в духовном мире вашей жизни. Which is the moral compass. Да, это такой. Okay, so let's have a look at this. Посмотрите на это. So let's imagine that I'm happy. Давайте представим, что я счастлива. Because I am united with the very object of my desire. Потому что я связана воедино с самой важной целью своей. Someone like your client yesterday, for instance, who wants to be loved and love, and who has found a relationship with somebody and is on, let's say, a holiday with them and feels on cloud nine. It's all wonderful, a honeymoon. Представим себе, что это точно так же для кого-нибудь из ваших клиентов, кто мечтает о любви и любящих отношениях, и, наконец, как будто их обретает, и чувствует себя совершенно любимым и счастливым, например, после какой-нибудь прекрасной поездки на 9 небе или в медовом месяце, как-то так. So now she comes home from her honeymoon. А потом она приезжает домой после медового месяца. And she writes all over Facebook and tells all her friends, "Oh, he's so wonderful! I had a fantastic honeymoon. Look at us." И после этого она пишет всем своим друзьям в Фейсбуке о том, что посмотрите, какой он прекрасный, и у нас был прекрасный медовый месяц. She's going slightly east. Она чуть-чуть сдвигается на восток. She is already no longer united with her value or her Она meaning. уже не находится в единении со своей ценностью. She is removing herself from it by claiming it as an object. Она чуть-чуть сама от себя, от нее отодвинула и представила эту цель как объект. That's what we call pride. И эту эмоцию мы зовем гордостью. In English, there's an expression: pride comes for a fall. Falling. Falling? Anyone? Падение. Гордость приходит для падения. Я могу перевести буквально. I can translate it literally. То есть гордость переходит в падение. Да? То есть из гордого состояния можно только упасть, как-то так. So we say, if you're very proud, you're about to fall over a banana skin. Да, то есть можно так сказать, что если вы слишком гордитесь, да, то очень быстро можете, так сказать, And упасть. that is pretty well what happens. И это очень похоже на, в общем, на то, что в действительности происходит. And it can happen in one go, where you slip down the whole side here to the bottom. И это может произойти по мере того, как вы будете соскальзывать вниз к основанию. Let's take it in stages.
Давайте рассмотрим это поэтапно. So if we do it slowly, Если мы делаем это медленно, our friend who has been showing off about her wonderful husband который показал себя как ваш прекрасный муж, introduces him to her best friend, вы представили его своей лучшей подруге, and those two are having such a wonderful time together all evening. и эти двое, похоже, провели прекрасный вечер вдвоем. And what she now feels is jealousy, И то, что вы сейчас будете чувствовать, это ревность. which is a form of guardianship. Это что-то вроде такой формы защитной. Jealousy is about wanting to protect and cling on to something that is deeply meaningful to you and that you think is yours. Что-то касается того, как вы хотите сохранить и защитить то, что для вас имеет огромную ценность, и то, что вы считаете своим. So if somebody is jealous about something, that gives you quite a lot of clues as to what is going on. Если кто-то переживает ревность, то это дает вам очень много разных ключей по поводу того, что же тут на самом деле происходит. So if someone is jealous, it means that there is something that they or somebody that they value greatly and that gives them meaning in life. Если они в состоянии ревности, то значит есть что-то, что для них очень ценно, что является смыслом к жизни. And it also tells you that they feel that meaning is under threat. И они также чувствуют, что это смысл под угрозой. So jealousy is a response to a threat. То есть ревность это ответ на угрозу. But it also tells you that the person feels entitled to this thing. Entitled? Но это также означает, что как бы придано это качество этому человеку. Yes. You're entitled to it. It's rightfully yours. Это дано право, да, вам на это. So if somebody tells you they never feel jealous, если вам кто-то скажет, что он никогда не переживал ревности, there are several possibilities. Есть несколько возможностей. One, they have nothing that is that meaningful to them. Это значит, что у них никогда не было ничего, что бы имело для них смысл. Two, they're super confident about holding on to this thing that is meaningful to them. Второе, они слишком уверены в том, что они всегда имеют эту ценность. Three, they never do this guardianship thing. They just give in and give up. Третье, что они никогда не защищали эту ценность, они просто ее сразу отдавали. Or, Или they go straight here, one они down, переходили прямо сразу вот where сюда, the threat is total, туда, где эта угроза тотальна, where someone says, I'm leaving you, где кто-то говорит, я тебя покидаю. and that is where we get angry. И это место, где мы становимся, где мы злимся. So what is anger? Что Anger, такое злость? anger is when something that is meaningful to you, which you think you're entitled to, which you feel ownership of, is being threatened and taken away, and one last time you will fight to get it back. Злость – это когда какая-то вещь, которая для вас была очень ценной, и которой вы владели, и считали себя вправе ею владеть, оказалась под угрозой, ее у вас отняли, и вот эта злость – это ваше последнее сражение, когда вы выплескиваете все, что у вас есть по этому поводу. So, when you work with people who are angry a lot, Когда вы работаете с людьми, которые очень сильно злятся, that might be because they're quite possessive of what they feel they own.
Может оказаться так, что они очень как-то большие собственники того, что они считали своим. And that, of course, means that they care a lot about that. И это, конечно же, означает, что они очень много об этом заботились. But if it goes down to anger a lot, it tends to mean that they're not very good at doing the in-between things. They are not very vigilant. Но если они оказались вот в этом состоянии злости, это значит, что между вот этим обладанием и злостью они что-то делали не очень хорошо. And different people handle these things in different ways. И действительно разные люди проходят вот эти стадии по-разному. Completely different. Совершенно по-разному. I know clients who are jealous all the time. Я знаю клиентов, которые ревнуют постоянно. I have clients who are angry all the time, but who are never jealous. Или знаю таких, которые все время злятся, но никогда не бывают ревнивыми. And I have clients who go in between jealousy and anger all the time. И у меня есть клиенты, которые все время движутся между ревностью и злостью постоянно. And some people, when they get to that point, are very good at using their anger. They are what we call affirmative. И некоторые люди, когда они приходят вот в этот пункт, в эту точку, да, злости, они очень действенные, они очень аффирмативные. They know how to fight back. Они знают, каким образом отвоевать And reaffirm their ownership. И снова утвердить свою собственность. But I know plenty of people. Но я знаю множество людей, who never do these things. которые этого никогда не делают. Who will drop straight down. Которые будут прямо падать. From happiness. Without pride. Without jealousy. Без гордости, without без anger. Без злости. Straight into fear. Прямиком в страх. So fear is when we know our cause is lost. Страх – это мы знаем, что то, что нужно, потеряно. Our value is taken away from us. Наша ценность у нас отнята. And it is when we feel in danger. И мы чувствуем себя в опасности. So, as we know, the tendency is to want to get away from the whole thing, forget about the whole thing, give up on the whole thing. И в этом месте есть такая тенденция убежать, выйти из всего этого. Yes. So, one way of curing fear is to teach people anger. Один из способов вылечить людей от страха – это сделать и научить их быть злыми. Because that's about putting a barrier in and pushing back. Да, то есть как будто бы подтолкнуть их вверх. This is what assertiveness training does. Это то, что делают на тренингах ассертивности. But if you don't do that and you go further downhill, но если вы этого не сделаете, и тогда будет движение дальше вниз, you get straight into grieving, loss, sorrow. Вы тогда идете прямиком в такую, печальную потерю, в сожаление. And there are many people who report to us that they spent their entire lives going between fear and sorrow. И вы знаете, что есть много людей, которые рассказывают вам, как они все время находятся вот на этой линии между страхом и сожалением. So what does the compass tell you about that? Что нам говорит об этом компас? It tells you that they've given up on projects. Это компас говорит нам о том, что это путь идти дальше к направлению проекта. They allow their values and their meanings to be lost. Они позволили своим смыслам и ценностям быть потерянными. Did you want to say something? No, that's all right. Okay. So, the trick, of course, as we know, as Sartre told us, is to have another project. И, в общем, выход из этого заключается в том, о чем нам говорил Сартр, то есть это другой проект. But many people, once they lose something, they give up.
Но очень многие люди, когда они что-то теряют, они сдаются. Because they kind of think they have to push back this way. Потому что, вещи такого рода, которые могли бы их вот в этом направлении подтолкнуть. But I never push back that way. Never have either. Но я никогда в этом направлении не толкаю. When I was a kid, I couldn't afford to be angry. There was no room for my anger. The other people around me were always angry. Потому что, мне не нужно, чтобы они были, тут злыми рядом со мной, и для этого нету пространства для этого. So I learned very early on. Я очень рано научилась тому, that the only way что to единственный survive способ выжить was to be extremely accepting and flexible, быть крайне такой восприимчивой и двигающейся. and keep changing what I wanted or needed, and kept hiding it too. То есть двигаться в направлении тех изменений, которые ведут вверх. I don't like to stick around there very much. Я не хочу там залипать слишком вот в этой низкой области. When I'm in loss, I do this very strongly. Все потеряла и очень сильно переживаю вот эту часть сожалений. And I use the energy of the pain and the sorrow Тогда я использую вот эту энергию боли и сожаления towards a new project on the other side. Двигаться в направлении проекта с другой стороны. And the only thing that prevents people from doing that, I think, И единственное, что мешает людям это сделать, is this anxiety. это вот это тревога. Because, as you can see, these downgoing emotions are the emotions of depression, disappointment, and Потому что вы можете disengagement. увидеть, что вот эти нисходящие половины эмоций это в направлении депрессии, разочарования и отсутствия вовлеченности. But the upgoing emotions Но если мы смотрим на эту сторону, на восходящие эмоции, provoke anxiety. то здесь провоцируется тревога. As you know, as Kierkegaard showed us, that's what anxiety is. Это то, что вы знаете, это то, чему учит нас Кierkegaard, что такое тревога. In breath, Это как бы вдох, as we get ready когда мы готовы to get the energy for a new project направить свою энергию на новый проект, that may lead to a new possession of meaning and value. который может привести нас к новому обладанию новыми ценностями. And if you found yourself here at the bottom in sadness, И если вы обнаруживаете себя здесь, внизу, в грусти, feeling low, чувствует низко, да, for any length of time, то в течение некоторого продолжительного времени it will feel heavier and heavier and heavier and heavier and heavier. то вам будет все труднее и тяжелее, и тяжелее, и тяжелее. But it also feels like rock bottom, ground under your feet. Но в конце концов вы почувствуете такое твердое дно под своими ногами. When you're here, nobody Когда вы can здесь. take anything away from you. Когда вы здесь находитесь, уже никто ничего у вас не может отнять. And the number of times I've worked with people who call themselves depressed, who actually tell me, it's comforting, it gives me something, at least I know where I Целый am. ряд людей, с которыми я работала, которые находились в таком состоянии, они говорили мне о том, что в этом есть некоторый комфорт, потому что я сейчас в таком месте, где у меня ничего нельзя отнять. But behind that, very often, people who end up down here a lot are actually oppressed by circumstances, by other people, by Но на самом деле очень часто люди, которые находятся вот здесь, в этой позиции, они слишком сильно подавлены обществом, работой, жизнью. So whenever somebody calls themselves depressed, Когда кто-то говорит о себе, что он находится в депрессии, you need to check вам whether they're нужно проверить, actually in the process of going down
in the process of loss, идет ли здесь речь об вот этом процессе движения вниз, об этом процессе потери? or whether they're stuck at the bottom and how long they've been stuck there, Или они уже вот здесь вот застряли на дне, залегли на дно, и как долго они уже там находятся? and whether that gives them some comfort or some sense of being held, И если это им дает ли им это какое-то ощущение, ну, комфорта, да, то есть какой-то возможности удерживаться в этом. or whether they feel oppressed. Но при том, что они все-таки чувствуют Pushed себя down. вот так вот придавленными, да, пригнутыми вниз. And the other thing you need to check И еще одна вещь, которую вам нужно проверить, is where shame comes into it. это когда есть ли, да, стыд, который тут появляется. Because shame is that horrible feeling. Nietzsche's written about it beautifully because he Потому что experienced all стыд the — time. это ужасное чувство. Ницше об этом очень много писал. When you feel worthless, То есть, когда вы чувствуете свою, ну, полную как бы бесценность, неценность. when you feel that whatever you try, going up to whatever, it won't work because you're no good. Потому что когда это чувство того, что все, что вы делаете, оно все равно не получается, вы все равно возвращаетесь в исходную точку. And I think a little bit of help with how to overcome this barrier of shame И я думаю, что это в каком-то смысле помогает прояснение того, каким образом преодолевается этот барьер стыда. is very often facilitative. Это очень часто облегчает дальнейшее движение. And of course, bear in mind that all the way up, anxiety comes in there too. И очень важно заметить, что во всем этом движении вверх тут присоединяется тревога. When I think about my decade or so in psychiatry, working with psychotic people in mental Когда я hospitals, думаю о том десятилетии, когда я работала в психиатрии с психическими пациентами в клинике, all I remember все, что is я помню, the constant discussions between whether somebody was more anxious or more depressed. все время были дискуссии по поводу пациентов, или же они больше в состоянии тревоги, или они больше в состоянии депрессии. People are all those things. They are all of those things. Люди все в этом, в общем, It's obvious. находятся, это очевидно так или иначе. People are despairing, afraid, they feel Люди в lost, отчаянии, they feel они depressed, боятся, чувствуют себя потерянными, they feel shame, в депрессии, чувствуют стыд. they're terrified of being anxious, so they go back down И again. они как бы напуганы тревогой, которая при этом возникает, и они снова соскальзывают назад. And the real green light for me is green, is always envy. И единственное, где для меня зеленый свет, действительно зеленый, Of это course, зависть. the exact opposite of jealousy. Да, конечно, как раз по спектру противоположна ревность. In the same way in which love and fear are opposed, Точно так же можно увидеть противоположность любви и страха, and happiness and sadness, и счастья и печали, and shame and pride. и стыда и гордости. When people feel envy, Когда люди чувствуют зависть, they're starting to look outside of themselves, они начинают смотреть вокруг себя наружу. and they're seeing what other people have that they want. И они видят при этом, что у других людей есть то, чего они хотят. This is great, И это великолепно. because now they know what they desire again. Потому что теперь они снова знают, в чем состоит их желание. When they own that desire И они, когда они себе присваивают это желание, and make it accepted, это, то есть принимают и делают его приемлемым, they turn the corner. они тогда как бы меняют угол They движения. get to that top left quarter Они оказываются в верхней левой части, in the west, going north, идут с запада на север, where they feel hope. и тогда они чувствуют надежду.
And then they go right up, hard work of love. И дальше они идут прямо к тяжелой работе любви. Because that is what love is. It's hard work.